Давайте для начала разберемся, для чего вообще нам нужны стили и что это вообще такое. Стили — это вот, допустим, у вас есть какие-то цвета, которые вы используете в дизайне, вот у вас какой-то набор цветов, и они повторяются из одного элемента в другом. Допустим, вам заказчик сказал, вот вы уже нарисовали многостраничный сайт или там приложение большое, и заказчик такой сказал: знаете, вот я хочу красный цвет, который у нас везде применен, заменить на голубой или там на зеленый, хочу посмотреть, как это будет выглядеть. И если в фотошопе нам бы пришлось это все делать ручками, да, это потребовалось бы достаточно много времени, то здесь нам благодаря стилям буквально это будет в 2 клика. То есть вы создаете стиль, и потом этот стиль применяете ко всем элементам, которые вам нужны. И давайте посмотрим сразу на примере. Так, то есть вот мы, например, как создается стиль. Давайте посмотрим. Вот у нас есть, давайте сделаем кругляшочек, и это будет, допустим, у нас какой-то красный цвет. Давайте отключим пока что сетку. Чтобы создать стиль, мы нажимаем на 4 точечки. Так, у меня тут уже подключены библиотеки. Сейчас я это тоже расскажу, как подключать. Нажимаем на плюсик. И здесь пишем, допустим, это у нас red. Делаем черточку. Сейчас я объясню и покажу, для чего мы делали так, эту черточку. Да что такое? Так, вот. И, допустим, это у нас 100%. Нажимаем Create Style. Дальше, допустим, создаем еще одну фигуру. Мы нажали на то, чтобы разорвать связь со стилем, чтобы создать новый стиль. Сделаем, допустим, это какой-то будет более светлый цвет, вот такой. Снова нажимаем «Создать стиль». Также пишем Red, черточка, и, допустим, это 20%. Create Style. И смотрите, что у нас происходит. У нас появляется папка, такой, точнее, подзаголовочек Red, который мы, слово, которое мы писали в самом начале и отделяли черточкой, оно и будет писаться вот здесь как заголовок. Если мы поставили бы просто название, которое мы хотим, без вот этой черточки, то здесь было бы у нас все просто вперемешку, без всяких подписей. Поэтому это удобно, когда вы делаете какие-то цвета, если, допустим, это оттенки одного цвета. Или, например, если вы делаете шрифты, допустим, папочка будет у вас там регуляр, и все шрифты регуляр, bold, и все шрифты bold, light, и все шрифты light. То есть это будет очень удобно в использовании в дальнейшем. Потом, вот мы создали сейчас с вами стиль цвета. Что касается, кстати, стиля цвета и вообще, в принципе, любых элементов, у нас тут еще есть, давайте пока что вот создадим еще один дубликат, разорвем эту связь. Помимо той заливки, которая у нас есть сейчас, мы можем сделать еще одну заливку прямо на этой же фигуре. То есть фигура у нас остается одна, а сверху появляется еще какая-то другая заливка. Давайте сделаем это градиентом. Сейчас мы выберем какие-то цвета. Вот, сделаем как-то так, сделаем здесь 50%, и вот вы видите, да, то есть можно, в принципе, изначально это делать одним градиентом, если вам необходимо, можно сделать так, и мы можем спрятать, да, вот мы видим, что это 2 заливки. Например, эта кнопка будет так выглядеть вот так вот в обычном состоянии, так при наведении, например, если вам это будет удобно именно в таком виде использовать. То есть вот дальше мы также можем сделать стиль обводки, точно так же нажимаем. Дальше мы можем сделать тень. Сейчас мы сделаем, так, эту тень мы отменим, на минус нажимаем, создаем фигуру, сделаем ее белым цветом и добавим к ней тень. Здесь у нас в настройках мы, допустим, по Y сдвинем ее побольше, блюр сделаем там, например, 20, цвет мы сделаем, например, какой-то такой вот холодненький, и здесь сделаем мы 15. Ну ладно, давайте 20, тут совсем не видно. Вот, мы создали вот такую мягкую тень. И нажимаем также на 4 точечки, на плюс, и здесь пишем, допустим, тень 1, например. Все, у вас у элемента появился стиль. Теперь, когда вы будете создавать любые фигуры или другие элементы, вы сможете применять эти стили. Вот мы создали серый
круг, да, к нему мы можем применить, нажимаем на 4 точки, и здесь наша тень 1, оп, она применилась, но это мы сейчас не видим, потому что она темная фигура. Вот, также мы можем либо разорвать связь, либо удалить этот стиль с этой фигуры. И давайте сделаем заливку, да, оп, и все, это все применилось. Теперь, когда вам нужно будет, допустим, какой-то цвет изменить, мы заходим вот сюда в стиле, выбираем, допустим, красный, и его нам заказчик сказал заменить на какой-то синий цвет. Все, мы заменили. И во всем дизайне это все изменилось. Вот, теперь как подключать эти библиотеки? Чтобы подключить библиотеки, у нас тут есть вот слои и Assets. Здесь у нас есть такая книжечка, на нее нажимаем, и здесь будут доступны библиотеки. Например, заказчик вам дал какой-то фирменный стиль, который есть в фотошопе, там все сделаны стили, которые вы можете использовать в дизайне. И здесь, допустим, он вам открыл доступ, и вам появится вот здесь вот подключить этот стиль. Либо вы создали в каком-то дизайне у себя стиль и хотите его использовать в другом дизайне. И также его можно будет подключить. Здесь мы, например, нажимаем вот подключить вот так эти стили. И теперь давайте посмотрим. Вот у нас появились тут вот сколько цветов. Это мы подключили библиотеку со стилями. Так, теперь давайте посмотрим, что касается у нас текста. Так, пример текста. Вот у нас есть какой-то текст, и мы точно так же нажимаем 4 точечки. Ой, это я же цвет выбрала. Так, вот, тут у нас указаны параметры, которые нам необходимы. Нажимаем 4 точечки и, допустим, нажимаем плюсик. Это у нас будет H1. Нажимаем Create Style. Все, этот стиль у нас появился. Теперь, если вы напишите текст какой-то совершенно другой, вот, допустим, вы там пишете, вот сейчас он уже у нас H1 выбрался. Так, сейчас разорвем эту связь. И я пишу там, так, привет, мир. И делаю его каким-то там вот таким. И я решила применить вот этот стиль. Все, я, например, нажимаю сюда, все, H1. Стиль применился. Вот, это то, что касается стилей. Теперь, как сделать красоту и навести порядок в этом всем? Когда вы создаете дизайн, то понятно, что сейчас на примерах показала, тут пару примеров, и это так все понятно тут. Когда у вас очень много элементов, цветов, шрифтов, там, других каких-то мелочей, удобнее всего объединять это в дизайн-систему. Самый простой вариант дизайн-системы это сделать вот либо отдельные странички для каждого элемента стиля, например, это цвета, типографика, там сетка, тени, так, сетка где у нас включить, тени, иконки, там, и уже будут какие-то тут идти прототипы и дизайны. Вот, то есть сделать на отдельных страничках, например, вот так цвет, и здесь подписать код цвета, типографика, тут тоже мы все видим у нас по порядочку, да, вот регуляр, и все эти шрифты, болт, и все эти шрифты. Это первый вариант. Второй вариант, если вам удобнее, чтобы все было на одной страничке, делаем на одной страничке дизайн-систему. Тут сайт еще немного не доделан, поэтому тут еще не полная картина. Но заголовки есть, и примерно понятно, что тут будет в дизайн-системе. Тут понятно, что шрифты, фирменные цвета, логотип, системные цвета. Тут какая-то информация по анимации. У нас тут элементы, иконки, панель навигации, тут какие-то меню, которые используются на всем сайте. Дальше панель вкладок, кнопки, карточки, таблицы, панель поп-ап, индикатор домой и элементы управления. То есть все делается, например, на одной странице, если это вам удобно. В больших компаниях чаще всего делается все на разных страницах, и прям для каждого элемента выделяется своя страница, чтобы показать все ее варианты использования. Например, если это кнопка, то как она будет при наведении, при ошибке, там туда-сюда и все такое. И я вам сейчас покажу, как выглядит дизайн-система на примере компании Тинькофф в их приложении и на примере компании МТС. Вот у нас Тинькофф. Так, это я сейчас вам показываю, как у них, например, на страничке с кнопками, да, все сделано, какой здесь порядок и как все тут организовано, все варианты с кнопками. Давайте в самое начало вернемся. Вот у них какой-то титульник тут есть.
Тут какие-то дополнительные подсказки, что где там смотреть и как вот это все организовано. Дальше у нас типа меню такого, на какой страничке какие элементы расположены. И дальше всякие подсказки. И вот пошли у нас цвета, да, и мы видим, тут написано название цвета и код этого цвета. И они еще также разделены по отдельным таким вот группам, видимо, по группам использования, как это использоваться будет в дальнейшем. Это цвета у нас, типографика, тоже все показано и расписано, какой размер, вот это вот все H1, H2, H3, H4. Дальше у нас пошли папочки под каждый элемент, папочки, странички, вот, допустим, все варианты использования, аватарки, вот. То есть вот в крупных компаниях это организуется все вот в таком виде, в таком полном идеальном порядке. Это то, к чему нужно стремиться. Если вы делаете какой-то большой продукт или большой многостраничный сайт, это будет просто очень удобно и для разработчика, и в дальнейшем, если придется какие-то вносить изменения на сайт, это будет гораздо проще, если будет какая-то определенная дизайн-система. Как видите, тут очень много страниц. Вот. И МТС. Тут точно так же сделано под каждую кнопку. Так, сделано под каждую кнопку, где что, как выглядит. Также сделаны отдельные странички под все, под каждый элемент. Вот. Это что касается дизайн-системы. И остальные элементы, которые нужны будут для дизайн-системы, мы с вами будем разбирать в следующем видео, то есть что вот это за фиолетовые такие штуки и почему у них так много тут всего дублируется. Это будет все в следующем видео. Вот, получается, по стилям и организации дизайн-системы я вам все рассказала. Увидимся в следующем видео.